Всем привет! Я начинаю свой выпуск о 13-м дне моего европутешествия. Стартую я в городке Мюнстер. Это недалеко от Дортмунда, куда, собственно, я сегодня еду. Там матч Германия-Дания. Билетов у меня пока нет. На сайтах перекупщиков билеты сейчас где-то 350-310 евро. Честно говоря, дороговато. Мне не очень хочется идти за 350 евро. Но мне никто не мешает подъехать к стадиону, раз я уже близко. А там, кто знает, может, найду билет подешевле. Ну, либо куплю за 350, если я прям буду чувствовать, что не могу не зайти второй раз на стадион Боруссии Дортмунд и посмотреть этот великолепный матч. В Мюнстере уникальная нумерация платформ. Вот 4-я платформа, а следующая 8-я. Потом 9-я и 11-я, то есть 10-ю они где-то пропустили. А потом после 12-й там вдали идет сразу 17-я. Я не знаю, почему и как так, но я вот первый раз такое вижу. В Германии даже такой опытный путешественник, как я, периодически садится не на те поезда, что я сделал сейчас. Но преимущество немецких железных дорог, что есть приложение Deutsche Bahn Navigator, и в нем очень быстро можно смотреть и перестраивать маршруты. И вот я уже перестроил так, что я просто вышел на другой станции, и сейчас, по идее, вполне себе нормально попаду на стадион Дортмунда. Ну, я уже добрался на станцию возле стадиона. Смотрю, что цены на билеты по чуть-чуть поползли вниз в интернете. Вроде за 250 уже можно было бы купить. Но я хочу попробовать старую тактику. Вдруг мне повезет взять за 200, либо дешевле. Вот встретил ребят. Они взяли билеты по 300 евро. И девушка хоть сборная Германии, но сегодня она будет болеть за сборную Дании. Вот так тоже бывает. Ну вот, немцы уже готовятся к матчу, поедая хот-доги и попивая пиво. Вот тут такой узкий проходик, отсюда приходят с двух станций, поэтому я думаю, что может удастся застать тут кого-то с билетиком. Вот хелперы. И вон уже желтая балка, это стадион виднеется. Перешел на другую сторону, там я был сам, а тут просто миллион покупателей, продавцов. Но там всего 2 электрички приезжали. А тут несколько станций метро. Поэтому, не знаю, тут людей больше, но тут реально вот этих вот людей с табличками, что они ищут билеты, мне кажется, больше, чем людей с билетами на руках. Просто все продают, всех покупают. Даже встретил парня из Киева, который тут сегодня продает и покупает. Не как я, просто покупает. Как бы у него в оба направления бизнес. Так, за 150 плюс комиссия. Видел в интернете, кто-то первую категорию продавал. Надо было хватать, но что-то протупил уже нет. Есть за 150 плюс комиссия 3-я категория. Ну и тут ребята уже первую категорию за 250 продают. Я не знаю, мошенники или нет. Но, видимо, спроса нет. Уже, видимо, перекупщики сливают 200 первую категорию. Но я пока жду, пока время есть. Может, что скинут цены. Биржа. Сделка состоялась, я с билетом. В интернете цены упали до 150 плюс комиссия, то есть это выходило 210. Я нашел перекупщика по стадиону, который отдал мне за 200 евро. Конечно, можно было пытать удачу и искать что-то дешевле, но это все-таки матч сборной Германии в Германии. Вообще не факт было, что я что-то нашел бы. Но, понимаете, этот ажиотаж. Все немцы хотят на сборную Германии. Так что, в принципе, 200 евро неплохая цена. 100 евро я все-таки сэкономил по сравнению с тем, что если бы я купил его вчера. Так что, в принципе, нормально. Я вот где-то и рассчитывал. 200 евро этот матч. Тогда нормально. Они за 250 уже перекупщики продавали в минус себе первую категорию, которая на закупке стоит 300. Но мне первая не нужна. Мне, в принципе, 3-я вполне устроит. Я не знаю, пустили были меня на стадион с моим рюкзаком. Но есть бэк-депозит, я решил не рисковать и сразу сдать. Тут, в отличие от Мюнхена, он бесплатный. В Мюнхене он стоил 5 евро. Но ребята говорят, это бесплатно, но если хочешь, можешь дать мне 2 евро на кофе. Думаю, что 2 евро на удачу можно дать ребятам. Конечно, есть ощущение, что я вновь чуть-чуть поспешил. Потому что уже мне предлагали за 200 евро первую категорию, которая нам в закупке стоит 300. А я за 200 евро взял 3-ю категорию. А страшно представить, что начнется твориться с этими перекупщиками за 10 минут до игры. С учетом того, сколько у них непроданных билетов. Ну ничего, в целом я хотел зайти за 200. Я сейчас зайду за 200.
Вот я приближаюсь к легендарному Westfalen Stadium, домашней арене Боруссии Дортмунд. Уже второй раз на нее иду на Евро. В прошлый раз у меня были билеты с северного входа. Как я понимаю, то гостевая часть, поэтому с северного входа никуда больше нельзя было попасть. А сейчас я зашел с южного входа, и я понимаю, что я могу спокойно двигаться по всему стадиону. Вот там вот желтая стена, ну туда я еще, может, подойду после матча. Вот тут центральные трибуны. Просто подойти с угла нижнего, посмотреть на этот стадион, это уже круто. Смотрите на этого красавца. Я хожу по трибунке легендарного Signal Iduna Park в предвкушении матча сборной Германии. Шок, что это? Гендерно-нейтральный, что ли? Это странно. Тут как бы все понятно, тут для парней. Ну вот это. Ну, стоят девочки. Но если я себя ощущал бы как девочка или не знаю, мог бы туда зайти? Я захожу вновь на Westfalen Stadium. Что у нас сегодня? Немножечко датчан, посмотрите, буквально 1,5 трибуны. И, конечно же, все остальное забито белыми фанатами сборной Германии. Потому что это их домашняя Евро. Все стоят, ну, потому что это немцы. Причем, ну, не в опасный момент, а вот просто они весь матч стоят. У меня, правда, за спиной взрослый мужчина сидит, который сидит. И вот мне даже чуть неловко как бы стоять перед ним, поэтому я чуть в сторону ушел. Пошел ливень, пару раз стрельнула молния, ну не по полю, а где-то. Но на всякий случай матч пока остановили. Я был в Норвегии на самых известных водопадах мира. Но сегодня Westfalen Stadium, водопад, это несвободные места, то заливает водопадом. Немцы сахарные, видимо, чуть-чуть разошлись, чтобы не намокнуть. С этой стороны тоже водопадик, но это он уже затекает. Сейчас, видимо, матч начнется. Как вот песни у нас чем-то ассоциируются. Я вот слышу песню Life is Life. Сразу думаю о Наполе, о Марадоне, потому что есть видео его под эту песню. Нас тут пока музычкой развлекают, пока перерыв. Я не могу понять, что это он пытается показать, кому. 0-0 к перерыву. Мои симпатии сегодня на стороне сборной Дании. Хочу, чтобы порадовались эти ребята. Я уже говорил, что мне нравится, когда выигрывают сборные маленьких стран, а не футбольные гранды. Когда я был маленький, мне нравился Манчестер Юнайтед. И тогда его ворота защищал один из лучших вратарей мира на то время Петер Шмейхель. А сегодня на воротах сборной Дании стоит его сын Каспер Шмейхель. Вот такая вот преемственность футбольных поколений. Смотрите, как датчане флагами задекорировали свою фан-зону. На сборную Дании играет Эриксон. На прошлом Евро у него остановилось сердце. С этого матча остановили. Сейчас он играет с искусственным стимулятором сердца. Чемпион молчит, датчане радуются. Гол пока проверяют, его еще не засчитали. Вся Германия надеется, что его отменят. Даже мяч назад катнули. Гол превращается в игру ВАР. Отменили первый гол через ВАР, второй гол через ВАР. И сейчас назначили пенальти через ВАР.
Скоро футбол превратится в варбол. Продолжаю вас знакомить с легендами этого стадиона. Ларс Рикен, ТТ. Тут все посвящено футболу, потому что это легендарный стадион. Это граффити посвящено единственной победе Боруссии Дортмунд в Лиге Чемпионов. В 1997 году в Германии, в Берлине, на Олимпиастадионе Боруссия выиграла у туринского Ювентуса 3-1 и забрала этот кубок. А You'll Never Walk Alone — это популярная песня среди футбольных фанатов. Возможно, это тоже посвящено победе в Лиге Чемпионов, потому что это явно не стадион Боруссии. Вот тут про Боруссию, про солнышко. Но это не точно. Но я думаю, что это все-таки Олимпиастадион. Это тонко намекают на победу. Я снова пришел снять для вас желтую стену, которая сегодня была совсем не желтая, а белой. Вообще тут обычно во время клубного сезона самые горячие фанаты Боруссии поддерживают свой клуб, и вот из этого крутого наклона эту трибуну называют стеной. И, конечно же, она стоячая, потому что горячие фанаты Боруссии практически никогда не смотрят футбол сидя. Тут, вот даже, в принципе, эти места не особо рассчитаны на то, чтобы на них сидели. Они все просто стоят на вот этих вот стульчиках и смотрят футбол, потому что когда перед тобой все стоят, сидеть невозможно. Фанаты сборной Германии не спешат садиться и скандируют поддержку своей сборной во время послематчевых интервью в бровке поля. Первый раз такое вижу. Смотрите, прям вооруженный спецназ с оружием в полной форме пришел на стадион. Необычно. Это, видимо, какое-то спецзадание у них. Но для меня некоторые из этих граффити — это ребусы. Я вот не знаю, что это значит, АКЛП. Но иногда я вот такое поснимаю, а потом дома приду и буду смотреть, развиваться в этой теме. Может, и вы что-то посмотрите. Соберу полную коллекцию граффити со стадиона Боруссии Дортмунд. Видите, какой ливень льет, пока фанаты Германии празднуют.
Ну, красиво же, да? Пустой стадион Боруссии. И Стюарта, которая выгоняет. Конечно, рюкзак это всегда напряг, но сегодня, к сожалению, с ним. И я бы мог еще там праздновать с фанатами сборной Германии. Но ребята говорили, что они работают час после матча, и вроде как надо идти забирать мой рюкзак. А идет ливень. Как бы неприятненько. Вот пока тут с Орлом пробираемся. Но дальше-то придется под открытым небом идти, под ливнем. Я то, что сборная Германии выиграла, на самом деле новость так себе. Если бы она выиграла Дания, то на матч Дании мне бы проще было бы найти билеты на следующий. А на Германию опять вот этот ажиотаж будет. Каждый немец считает, что он должен пойти на сборную Германии. В общем, будет тяжело. Зато заберу рюкзак практически без очереди. Ну и видите, я не последний. Для немцев ливень — это не повод не праздновать. Ходить на футбол не так легко, как кажется. Народ под ливнем. Найдено метро до центрального вокзала. Такие мягенькие сиденья метро, но мне кажется, это супер непрактично. Они быстро затираются и становятся похожи на непонятно что. Пластик метро, наверное, получше. Что-то полиции сегодня просто море в этом Дортмунде. Заглянул в первый класс немецкой электрички. Не скоростной поезд, это электричка. Что у них тут даже розетки нет. Это странно для первого класса. В Италии в самой даже последней электричке есть розеточки. А тут вот вроде как поезд новый двухэтажный, но без розеток. Странно, ну почему? Это ж типа бесплатно поезд вырабатывает электричество, когда едет. Но нет, вот поезд без розеток. Мне кажется, что после тяжелого матча турков уже вторую порцию яичного супа в 4 утра лучше любых этих ваших мишленовских ресторанов.